Друзья мои, доброе утро, спасибо, что присоединились сегодня ко мне, добро пожаловать на мой канал. А сегодня у нас будет видео о косметике. Я давно хотела сделать такое видео, наверное, больше для себя, нежели для вас. Иногда есть такие маленькие видео, которые хочется сделать для своего самовыражения. Так вот, сегодня у нас будет видео о 4 базовых кисточек для макияжа, которые каждой даме, женщине, девушке нужны в своем арсенале, по моему мнению, исходя из моего опыта. Те 4 кисти, которые, я думаю, что покроют все ваши нужды и надобности. Я расскажу, конечно же, основываясь на том, что есть у меня, что я пробовала. Но мне кажется, такое видео будет очень актуально и полезно, и я бы очень-очень хотела сама для себя лично найти такое видео, когда я искала такую или другую определенную кисточку. Так что сегодня вам расскажу и заодно уже нанесу свой каждодневный макияж. Я уже нанесла тушь, и мне только осталось нанести базу на лицо и все, как я наношу. Так, хочу сказать, что про глаза мы говорить не будем. Кто со мной на канале уже достаточное время, вы прекрасно знаете, что я не крашу глаза тенями. У меня есть 20 кисточек для теней. Я ими не пользуюсь, поэтому про кисточки для глаз мы говорить не будем, хотя я их покупала по какой-то системе. Систему эту я покажу, я вставлю здесь фотографию. Это система кисточек, которые вам понадобятся на любой случай жизни. Вот сколько вы кисточек сейчас видите на своем экране, столько у меня их и есть. Потому что я просто по этой системе пошла и купила. Но у меня даже нет ни одной палетки для теней. У меня есть 2 кремовых теней стиков, которые я растушевываю пальцем, когда я хочу. И до свидания, как говорится. Так, ну давайте начинать. Я посчитала, что на каждодневной базе я использую 19 кисточек. Каждонедельной базе. Эти 19 кисточек у меня делятся на 5 групп. Значит, из 19 кисточек у меня 8 это для тона. Так что мы начнем с кисточек для тона. Самая кисть, про которую вот я хочу показать, просто их все вместе, их все достала. Это все, что у меня есть для тона. Я кисточки мою каждый день. Я не особо обращаю внимание на инструкцию, когда написано, что их нельзя мыть каждый день, потому что у меня лицо, которое любит высыпать, и я должна кисти мыть каждый день. Поэтому у меня их достаточно много для того, чтобы у меня было как бы резерва на неделю, да. Я исхожу из своей позиции, как удобно жить мне. Но это не значит, что, например, вам это подойдет. Кисточка это Bobbi Brown Full Coverage. Она лучшая. Я с ней наношу как рассыпчатые средства, так и пудру. Сегодня я буду наносить пудровое, тональное средство пудровое такое вот. Это называется марка Иника, и вот это вот мой номер. Зимой я ей наношу вот эти 2 средства. Это Armani, я их мешаю, Liquid Foundation. Я их мешаю, это Chanel Vita Lumiere в номере 20 и Armani в номере Luminous Silk в номере 4. Их я наношу зимой, я их оба мешаю друг с другом, и для меня это какая-то такая оптимальная середина. Сегодня мы ей будем этой кисточкой наносить рассыпчатое средство. Она у меня уже много лет, настолько я ее любила, что я купила себе еще одну, то есть у меня их 2. Тап-тап-тап, сбиваю, хорошо так, знаете, наношу на все лицо. Это для тех, кто из вас, кто просил смотреть мой каждодневный макияж. Вот это то, что я делаю каждый день. Каждый день я всегда наношу основу. Это основа, по-моему, тут есть SPF 25. Она классно держится. Она подойдет, наверное, такой нормальный, комбинированный, не жирный и не супер сухой кожи. Я думаю, что она больше нормально комбинированная, да, подойдет, на мой взгляд. У меня кожа не жирная и не сухая, потому мне сложно сказать, как бы. Зато она у меня нормальная, комбинированная, это могу говорить. В общем, я наношу на все лицо, также под глазами, да, я не пользуюсь консилером отдельно, поэтому кисточки для консилера у меня нету, никогда не было. Я всегда консилер наношу или руками, или вот любой тональной кистью, да, вот так вот. Для меня этого достаточно, растушевывает фантастически, а если чего-то там не хватает, то вот палец мой и вперед за Францию, да. Что мне нравится в этой кисти, у нее очень хороший объем ее для моего лица, он достаточно хорошо и так, знаете, достаточно быстро наносит тональное средство на лицо. Она достаточно упругая, но она достаточно мягкая, да, чего нельзя сказать о некоторых других моих кисточек, но я не буду вам приводить другие кисти в пример, потому что я считаю, что эта кисть, вот если вы ее купите, попробуйте с того момента, как мне ее посоветовали, да, но вот она лучшая из всех тех кисточек, что у меня есть, да, все, что я пробовала.
именно для тонального средства. Теперь давайте продолжать дальше. Предположим, я закончила своим тональным средством. Если вы наносите консилер, можно ей также растушевать консилер, да. Если вы наносите сухую пудру, я не буду сейчас пользоваться пудрой, но, например, у меня есть пудра, да, то же самое наносим, и она прекрасно, ладно, я не буду, я так здесь сотру, прекрасно работает как кисточка для пудры. Теперь обычно в идеале тут вопрос, что я наношу, кремовое продолжение или пудровое продолжение. Предположим, я наношу кремовое продолжение. Например, у меня здесь есть стик для контура. Этим стиком, кстати, да, это Westman Atelier, я пользуюсь только вот для моего красивого большого носа, еврейского носа. Я обычно вот так вот. Боже мой, что я делаю? Что я делаю? Лида, боже. В общем, я так немножко оставляю свой нос, а потом этой же кисточкой я это немножко растушую. Теперь, если бы я хотела наносить контур здесь, я также бы этой же кисточкой тушевала. В общем, наносила на лицо, разносила правильно, да. Сегодня я буду наносить что-то другое, поэтому мы дальше продолжим. Потом, если бы я наносила также кремовые румяна, я бы убрала остатки. Бумажкой можно напшикать таким спреем, который сносит остатки. Брала бы какие-нибудь кремовые румяна, обычно румяна. Я не наношу на лицо, я вот на кисточкой вот так вот, и тогда наношу. Этой же кисточкой бы наносила. В принципе, я хочу вам сказать, что эта кисточка может служить вам как одна кисточка для всего, если вы используете кремовые разные средства. Но сегодня я хочу вам показать не только про кремовые. То есть, да, ей бы я наносила все кремовое. Абсолютно все. Так, давайте мы растушуем мой нос. Если вы спрашиваете, почему я на все лицо не наношу, да, этот корректор, он мне не нравится. Он делает мое лицо серым, поэтому я его только пользую на нос. Раз уже он стоил так дорого, ну, будем использовать его как-то, хоть как-то так. Следующая кисточка, которая моя абсолютная фаворитка. Из этого варианта, то, что я вам сказала, у меня есть их 5 штук. Но эти 5 штук делятся как бы на 2 варианта. Есть вот кисть, которая именно для пудры, для бронзера, для всего такого. Они вот у меня их 3 такие. 2 одной марки и одна другой марки. Это Хакахуда и это Рифер. И 2, они по назначению называются, по-моему, Blush Brush. Вот точно Tom Fordовская, точно Blush Brush. А вот это вот я не помню. Они как бы похожи, но не совсем. Blush Brush, вот эти вот, они более набитые. И поэтому они, в принципе, лично мне служат точно так же, как и Bobbi Brown. Кроме что, ими неудобно наносить кремовые текстуры. Да? Потому что у меня Tom Ford натуральный форс, и это натуральный форс. В общем, неудобно кремовые текстуры. А так, если с сухими текстурами, то они классные. Но поэтому я их как бы заношу в одну и ту же категорию, хотя это как бы немножко 2 разные категории, если вы понимаете, что я имею в виду. Вот, сегодня мы поговорим об этой кисточке. Это марка Reefer. Reefer это, конечно, вообще великолепная марка. Я не узнала на YouTube, и это просто моя находка прошлого года. У меня кисточка в номере 0,5. Она у них, по-моему, я не помню, как она у них идет. Пудровая, туалет. В общем, я не знаю, я вам оставлю ссылку. Эта кисть, во-первых, ну, если вы, конечно же, пользуетесь пудрой, да, опять же, моя пудра, вы, конечно, можете пользоваться пудрой. Теперь, если вы пользуетесь бронзером, то, что я буду сегодня делать, вы, конечно, можете пользоваться бронзером, конечно, сухим, да. Она хорошо растушевывает сухой бронзер, и сегодня мы будем наносить вот такой. Если вы пользуетесь румянами после того, как вы попользовались бронзером, конечно же, вы можете нанести румяна. Если вы пользуетесь хайлайтером, вы, конечно же, можете нанести хайлайтер. В общем, она такая кисть, знаете, универсальная кисть. Она, по-моему, Reefer одна из бестселлеров. И она абсолютно универсальная. Мне нравится, что она небольшая. Несмотря на то, что у меня лицо достаточно большое, мне нравится, что она небольшая такая. Она очень вот, ну, классно, уместно делает свою работу. Ну что, я нанесла бронзер. Да, вот так вот. Я очень наношу... Ну, в общем, короче, поняли. Все очень просто. Так, я наношу немножко помаду, у меня губы что-то присохли. Нанесем такое. Значит, эту кисточку мы покрыли, а Reefer, они просто классные кисти. Если вы их еще не пробовали, обязательно зайдите, попробуйте. Если вы не знакомы с их идеологией, да, или как это назвать, Reefer строит свою продукцию на отзывах пользователей. И если вы участвуете во всех их опросах, то там вам даже дают скидку на покупку кистей. То есть я, по-моему, последний раз делала опрос, и мне дали скидку 40% на всю продукцию. Поэтому да,
Очень-очень качественные кисточки, вообще очень вам советую. Последняя категория, как я вам сказала, третья категория, я говорила вам изначально, что я делю на 3 категории, которые под категории у меня их 5, это кисти для румян. Вы знаете, что я абсолютный фанат румян, я очень люблю кисти и очень люблю румяна, это больше всего, что есть в моей косметике. Вот обратите внимание, значит, у меня они делятся на такие 2 категории, которые могут служить одному и то же, но немножечко не служат одному и то же. Значит, у меня вот эти есть скошенные кисточки и есть вот эти вот беличьи хвосты кисточки. В принципе, я как Габи использую и эти то же самое. Но мы остановимся на скошенной кисточке, потому что я считаю, что она более функциональная для большинства. А в особенности остановимся также на бестселлере, который тоже кисть Reefer. Это кисточка скошенная, тоже достаточно маленькая. Это номер 04. Если я не ошибаюсь, тоже их бестселлер. В общем, она достаточно маленькая моего лица. Если я сравню ее с кисточкой, которую сейчас наносила бронзер, то вот вы можете видеть сравнение. Кстати, после того, как вы нанесли этой кистью бронзер, если вы хорошо стряхнете вашу руку, то вторая половинка, она достаточно не задетая бронзером. И можно в румяшки и нанести румяна. И усю. Но про румяна поговорим по поводу этой кисточки, потому что имеет место быть, чтобы у вас для сухих средств, то есть для рассыпчатых и для разных пудровых средств были 2 кисточки, как минимум. Вот, значит, у нас есть та для румян, нет, та для бронзера, и теперь это для румян. Давайте нанесем сегодня ей румяна. Чем она мне нравится? Во-первых, как я вам сказала, она угловая. Я люблю угловые кисточки, потому что второй угол можно использовать как для хайлайтера. Кто пользуется хайлайтером? Я не пользуюсь. Она маленькая, у меня есть палетка Hourglass. Кто знаком с этими палетками, знает, что вот эти вот окошечки, они достаточно маленькие, да. Она прекрасно сюда входит. Просто шикардосно входит. Наносится супер. Супер переносит пигмент. Очень мне нравится. Просто очень-очень-очень удачная кисточка. Предположим, я нанесла румяна. Теперь тут есть также хайлайтер. Вот где он? Вот здесь вот. Я беру вот эту заднюю часть и наношу. Господи, куда наносят хайлайтер люди? Вот сюда. Ну, короче, вы меня поняли. Я просто с очками, чтобы вообще что-то видеть, что я вам показываю. Ну, вы меня поняли. Окей, вроде без очков нанесла. Еще раз хайлайтер. Это вообще остается буквально на 2 секунды у меня исчезает, потому что у меня очень жирное веко. Но я так или иначе это люблю делать. В общем, это очень удачная кисть, которая подходит, как вы видели, в маленьких палетках. Если я возьму немножечко палетку, другую какую-то побольше, то она тоже, как вам показать, господи, шикарно садится. И если я возьму обыкновенную круглую палетку, да, она тоже, конечно же, шикарно садится. Она шикарно работает для румян. И она шикарно работает для хайлайтера. И также ей, конечно же, можно замечательно наносить бронзер. Тут уже ваше предпочтение, как вам нравится наносить бронзер. Здесь также кисть может служить для пудры, наносить, если вы пользуетесь консилером, пудру под глаза. То есть это тоже можно сначала нанести пудру под глаза, потом нанести румяна, потом нанести хайлайтер. То есть можно, в общем, все это вместе комбиновать. И, в принципе, здесь мы могли бы закончить. Но я хочу вам дать одну бонусную кисточку, 4-ю, которая, я думаю, что для ленивых из нас, кто не моет кисти каждый день и кому хочется использовать один день что-то пудровое, другой день что-то кремовое, у меня должна быть дополнительная кисточка для только кремовых румян, только кремовых продуктов, да. Это Real Techniques Expert Buffing Brush. Куда без нее и куда без Real Techniques. Я очень люблю эту кисть. Зимой я ей пользуюсь намного больше, потому что летом, поскольку я пользуюсь рассыпчатой основой, она немножко маленькая для рассыпчатой основы. Несмотря на то, что она ее тоже хорошо наносит, она маленькая, ей некомфортно это наносить. Но она идеальная для всех liquid foundation, да, для всех кремовых и для всех разливающихся. И она идеальна для всех кремовых продуктов. В свое время зимой, когда много пользовалась вот такими вот подиками от RMS, это была кисть просто, которая пользовалась, все лицо наносила одной кисточку. То есть я наносила ей тональное средство, вот это вот какое-то там от Шанели, от чего-то, да. Потом у меня был такой бронзер, я брала этот бронзер, я его выкинула, он испортился. Видите, она практически полностью, да, заходит туда. Я брала этот бронзер, наносила.
Потом брала эти румяна, немножко пальцем наносила сюда, также растушевывала. И все. И все, что это я наносила. То есть я помню, что я ездила в поездку, и я просто брала с собой 2 экземпляра одной и той же кисточки, и да, я их просто, вот, например, 2 дня пользовалась, мыла, 2 дня пользовалась, мыла. И все. То есть мне больше никакая с собой кисть другая не нужна была. Также эта кисточка прекрасно работает со всеми стиковыми продуктами. В общем, обычно это делается так, как и с той большой показала. Я открываю, наношу на кисть и наношу на лицо. Если это бронзер, да, у меня есть... Секунду. У меня вот есть здесь стиковый бронзер, то я, конечно, сначала нанесу бронзер и потом растушую этой кисточкой, а потом уже на кисточку прочищу ее об себя или об какое-то средство, или об салфетку, и потом нанесу напрямую, да, румяна и нанесу румяна. То есть также я пользуюсь, также она прекрасна для консилера. В общем, тоже такая, знаете, универсальная кисточка. Кстати, у этих Nude Stick на другом боку есть кисть. Я знаю, что многие ее не любят, но она, в принципе, очень-очень-очень имеет место быть. Она для меня просто немножко маленькая, у меня большое лицо. Ну что, мы с вами подведем, наверное, какой-то итог. В общем, вот это 4 кисти, которые я от себя, из своего опыта, обыкновенной, стандартной девушки, женщины, молодой мамы, считаю, что имеет место быть в косметичке каждой девушки, для того, чтобы эти кисти делали вашу жизнь с косметикой намного легче, намного проще. Значит, мы сказали, для тонального средства 2 кисточки для сухих продуктов и 1 кисточка также для тонального средства и для всех кремовых продуктов. И если вы ими будете пользоваться постоянно, вы, может быть, их можете мыть раз в неделю. Я со своим лицом, конечно, себе этого позволить не могу, но тем не менее. Еще off the record хочу сказать, если вы будете меня спрашивать, спонжик. У меня спонжик Beauty Blender, стандартный, обыкновенный. Я не пользуюсь им часто, но он у меня есть. То есть, когда он мне нужен, он есть. И я считаю оригинальные Beauty Blender лучшими спонжами из всего того, что я пробовала. То есть мне нравится это больше всего. Ну что, на этом, наверное, будет все. Я покрыла как-то немножко свой такой каждодневный макияж. Вы, в принципе, меня все время видите. Именно так, именно то, что я делаю каждый день. Я просто меняю бронзеры и я меняю румяна. И все. Это то, что я меняю. Если я иду куда-то на выход, я могу еще немножко добавить стика вот сюда своих вот этих вот теней, 2 стика, которые у меня есть. И, конечно же, какая-нибудь красивая, интересная, красная, фиолетовая, любая другая помада. Это, наверное, мой такой на выход. А вот так вот, это моя такая повседневная жизнь. Надеюсь, вам было интересно. Если у вас есть какие-то кисти классные посоветовать, обязательно советуйте внизу. Ссылки на 4 кисточки, которые я вам сегодня показала, которые считаю, что абсолютный must-have, я оставлю внизу. И на этом все. Увидимся в следующем видео. Пока!